За финансовую поддержку канала большое спасибо Ананасику, Антону Соколову, Зороджера и Марку Шаману. Отдельный арт для них пока что готовится, поэтому благодарю лично. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Данную тему я бы никогда в жизни не взял в текущих реалиях, но прошлый аукцион выиграл Дон Валенскони, и его темой был именно Макс Монтана, поэтому исполняю заказ. Кому-то приятного, кому-то неприятного просмотра. Война. Самое страшное, отвратительное и ужасное, что может произойти. Она буквально олицетворяет машину смерти, топливом которой является хаос. Прототипы апостолов кровавой бойни сопровождают каждого анимешника из одного тайтла в другой. Вспоминаешь сразу Зараки Кинпачи из Блича или Торкеля Сага о Винланде, два тестостероновых монстра, обожающие сражения и войну. Характеры, внешний вид которых сам кричит о том, какой персонаж представлен зрителю, а герои текущего видеоролика сказать так явно не получится. Макс Монтана, стратег, не обладающий ни процентом силы вышеупомянутых персонажей, плохо стреляет, не имеет ни одного качества для самозащиты, но в понимании войны давит как тараканов любых воинов. Оратор, лидер, психопат. И как бы спорно ни звучало, человек. Понимающий азы человечности, но своими действиями явно чудовище. Монтана обожает войну, это и есть его жизнь, это и есть смысл его жизни. Это не выражается в чистом садизме или жажде победы, нет. Он не нацист и не затирает за величие арийской расы, он обожает убийства и карнавал смертей с обеих сторон. Создавая хаос, который пытается контролировать, будто дирижер, играющий на своих солдатах как инструментах. Пытаясь упорядочить само понятие хаоса, в его целях нет жажды стать бессмертным или абсолютным победителем. Отнюдь, свою смерть или поражение он встречает с ликованием и радостью. Более того, он сам планировал умереть, ибо череда ненависти и вражды переходит от одного человека к другому. Макс напоминает религиозного фанатика, бог которого не призрачная сущность, а событие – война, и он ее настоящий апостол. Но наслаждение войной – это одно, а цели совершенно другая часть сценария, который написал Монтана. Что им движет? Не поверите, но монстрам, которые обожают бойню, движет лишь человечность, и он свято верит в нее, ровно столько же, сколько и ценит. Для понимания этого мы должны обратиться к его биографии, началу и концу представленной нам как зрителю истории. Вся мотивация будущего майора, как и у любого другого человека или аниме-персонажа, вытекает из его детства. Он не был рожден маньяком, помешанным на кроваво-красных мотивах. Дело в том, что его отец был алкоголиком и черствым человеком, а мать работала проституткой. Жили они в одной комнате, и клиентов она принимала прямо в ней. Вскоре его отец умер. Матери, конечно же, было наплевать на это, и она по-прежнему совокуплялась в комнате на глазах сына. Фляга Макса начала свистеть и протекать, поэтому он убил и свою мать, и ее клиента. Потерявшийся в реальности и не видящий смысл в существовании, он наткнулся на фюрера, в дальнейшем заболев войной и убийствами, как единственной вещью, которая заставляет его чувствовать себя живым. Спустя годы он поднялся по карьерной лестнице. Макс был штурмбанфюрером. Австрийским художником он был назначен руководителем проекта по искусственной вампиризации для создания соответствующих солдат. Однако в его планы вмешался Алукард по приказу Хельсинга, уничтожив разработанный им проект. Сам же корень и отображение личности Монтаны лежит в последующих сценах, поэтому внимательнее. Защищая Берлин, он был расстрелян и находился на грани жизни и смерти. Именно тогда он мог стать вампиром и тем самым выжить. Но отказался от этого. Он понимал все прелести и власть становления бессмертным, сильным, всемогущим и перспективу продолжать делать то, что он так любит. Сеять разрушение и хаос, одним словом воевать. Однако это было выше его человеческой личности, как бы сладко не было быть вампиром, он не был готов отдать свою душу. Ведь каждая капля крови, каждый волос, частица кожи, ногти, да все тело принадлежат только ему. И как он и говорил, я это исключительно я, никто более. В этом и заключается его мировоззрение по отношению к самому себе. Эти принципы выше бессмертия. И напоминаю вам, учитывайте все это с дальнейшим развитием истории. Макс Монтана одновременно является и человеком, и монстром. Это две стороны его единой личности, что делает его одним из лучших как протагонистов, так и антагонистов одновременно. Ведь подвязанная тема развития персонажа – война, и нужно иметь огромные, стальные, адамантиновые, блять, яйца, чтобы воплотить в жизнь такого персонажа. Но не одним эгоизмом и желанием сохранения души был мотивирован Монтана. Нет, вовсе нет. При своей практической смерти он нашел то, что так давно искал. То, без чего война не играет красками, не горит и не искрится, то, от чего сердце не бьется быстрее, не сияют ярче зрачки и не скрежутся зубы от нетерпения и ярости.
враг. То, что нужно любому человеку, враг. Превосходящий тебя по силе, враг. Абсолютно обратный по своей сути тебе самому, твое разбитое зеркало, но даже в нем можно разглядеть частички себя. Он волна, отраженная в воде, в которую кинули камень. Алукард. Легендарный Дракула с многомиллионной армией душ, погребенных в реках крови, которые текут по его венам. Алукард для Монтаны последний кусочек пазла для его жизни, основная цель всего, что несет война. Не бог Максвелла, которого майор считал безумцем, а демон, дьявол, бессмертная субстанция. Чудовище может убить лишь человек, и в этом он был прав. Но давайте взглянем на Алукарда и Монтану. Они на самом деле очень похожи, хотя майор и отверг сверхъестественную силу, он все же позволил превратить себя во что-то другое, кроме человека, чтобы выжить, а именно в киборга. В этом смысле он больше похож на Алукарда, поскольку и Алукард, и майор были ужасными разжигателями войны, и оба в какой-то степени перестали быть людьми, чтобы избежать отчаяния и поражения. Монтана проложил огромный путь, 50 лет составляя план по уничтожению демона, по его взгляду, принеся в жертву свою армию, миллионы англичан, тысячи священников, огромное количество человеческих жизней и в первую очередь свое собственное тело, чтобы одолеть Алукарда и показать превосходство человека над чудовищем. Ибо именно таковым он его и считал. В понимании Монтаны Алукард отказался от души и воли в обмен на вечную жизнь, и им движет лишь жажда крови. Но и сам Монтана стал киборгом, выглядел вечно молодым и получил подобие бессмертия, конечно, пока функционирует его тело. И им также двигала жажда крови, насилия и разрушений, то есть война. Это главное противоречие майора. Он по-настоящему именно как человек умер 50 лет назад, как и сказала Интегра. Ведь Монтана желал войны и был готов умереть в ней, но в последний момент почему-то не стал. Он вроде бы и желал сохранить свою человечность, но стал киборгом. Пытался избавиться от миллионного войска из душ Алукарда, но сам был командиром таких же вампиров. Перекликаний очень много. По его мнению, это ничего не меняло, ведь именно свобода воли делала его человеком. Выбор. Алукард питался душами, чтобы спасти свою, пил кровь, чтобы выжить. Монтана не мог принять такое существо и положил свою жизнь, чтобы убить его. Неважно, запишут ли его на кассету, останется ли от него только мозг, а остальное тело будет роботизировано. Он по-прежнему будет человеком. И это ставит жирную точку в треугольнике судеб и выбора Монтаны, Алукарда и Андерсона, где последние два в критический момент отказались от человечности, приняв сверхъестественное, чувствуя отчаяние в момент своего поражения. Майор был совершенно другой, и в этом плане он намного сильнее человеческой воли, чем два других протеже. Именно в таком контрасте он изображается как противоположность Дракулы и в частности Андерсона, который в финальном выборе был представлен как аналог Алукарда. Цели Макса Монтаны были выполнены и разбиты одновременно. Он умер без сожалений, говоря, что сделал все, что хотел. Но это был лишь миг славы, который был стерт временем. Нападение Миллениума на Лондон, далеко не являющееся семенем войны, как хотел майор, поглотивший весь мир, в конечном итоге было квалифицировано как не более чем террористический акт. Город был перестроен, и Хельсинг и Искариот перегруппировались с годами, постепенно восстановив свои силы. Даже план майора победить Алукарда в конечном итоге оказался тщетным. Через 30 лет после его очевидной смерти Алукарду удалось вернуться, получив контроль над силами Шрёдингера, уничтожив все другие души внутри себя. Сам же Монтана как персонаж, как по мне, несет значение противоречий, вызванных из-за метаморфоз. Я до конца не могу сказать, являлся ли он человеком или нет. Скорее склоняюсь, что он был человеком даже тогда, когда уже имел тело робота, но перестал им быть в момент своей смерти. Что же касается его отношений с Алукардом, они очень ироничны, ведь, как я и сказал, найдя себе врага, которого он считал своей полной противоположностью, на деле он был его точной копией, повторившей его путь, немного в другой вариации. После себя Монтана оставляет шлейф вопросов. Ты не можешь воспринимать его как олицетворение чистого зла в своем роде, из-за частички человека в нем. Но с другой стороны, не можешь и на процент представить его добрым персонажем. Как он и сказал о себе, для кого-то он будет монстром, похожим на человека, но на деле он человек с амбициями монстра. Это история зла, которая сражается против еще большего зла с точки зрения человечества, и даже через такой негативный образ доказывает, что только человек может убить чудовище, ведь человеческая воля и диктует реальность, которая в дальнейшем называют жизнью. С тобой был Рабаши. 13 мая будет следующий аукцион, где ты можешь выбрать свою тему для ролика. Рекомендую подписаться на канал и группы ВК и Телеграма, чтобы не пропустить. Также говорю спасибо за поддержку в Бусти Чумбам Шейхам, никнеймы которых вы сейчас видите на экране. Благодарю и прощаюсь. Чумба.